Всем привет! Сегодня приготовим рыбу. Это простой рецепт, который точно вам понравится. Рыба получается сочной и вкусной. Она прекрасно подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Филе хека раскладываем на доске. Я предварительно уже очистила небольшие тушки хека и разделила их на филе. Если рыба длинная, то филе можно разрезать поперек на две части. Все накрываем пищевой пленкой и немного отбиваем молотком для мяса. Для этого рецепта я взяла 8 тушек хека. Также можно использовать уже готовое рыбное филе, тогда процесс готовки будет еще быстрее. Хек солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Таким методом подготавливаем все филе из хека. 150 грамм сыра трем на крупной терке. Нарезаем пучок укропа. Нарезанный укроп добавляем к сыру и все перемешиваем. Приготовленный сыр с укропом аккуратно выкладываем на филе. Каждый кусочек рыбы скручиваем в рулет. Начинаем скручивать рулет с более широкой стороны. Готовые рулетики обваливаем в муке со всех сторон. В мисочку разбиваем 3 яйца. Все немного солим. И взбиваем вилкой. Рулетики обмакиваем со всех сторон в яичной панировке и выкладываем на горячую сковороду. Рулетики обязательно кладем хвостиком вниз, чтобы они не раскручивались. Для того, чтобы не вытекал сыр, рулеты нужно очень хорошо запанировать. Обжариваем рулеты с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. Если масла в сковороде немного, то рулетики также можно обжаривать и по бокам. Готовую рыбу снимаем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Рыбные рулеты выкладываем на блюдо и подаем на стол. Рулеты из хека с сыром получились очень вкусными и сочными. Готовится совсем несложно. Такие рулетики можно приготовить из любой рыбы, в которой немного костей. Это блюдо прекрасно подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Также у меня на канале есть и другие рецепты с рыбой. Некоторые из них я покажу в этом видео. Вторым приготовим аппетитный рыбный рулет. Он выглядит эффектно, готовится просто и украсит любой стол. Берем филе пангасиуса, разрезаем его вдоль, не дорезая до конца. Должен получиться большой кусок рыбы в виде бабочки. Вес одного филе рыбы 700 грамм. Рыбу немного отбиваем молотком для мяса с одной стороны. Все солим. Посыпаем приправой для рыбы. У меня приправа без соли. Немного поливаем растительным маслом, чтобы приправы лучше проникли в мясо. Все приправы растираем руками. 200 грамм помидоров разрезаем на четвертинки. Удаляем серединку с семенами. Я использую помидоры черри, но также можно взять любые другие. Мякоть помидоров нарезаем полосками. – 120 грамм сыра нарезаем пластинками. Я использую сыр гауда. На подготовленное филе рыбы с большего края выкладываем полоску из сырных пластинок.
Рядом выкладываем полоску из помидоров. Все аккуратно сворачиваем в рулет. Рыбный рулет перекладываем на фольгу. Сверху рулет посыпаем приправой для рыбы. Немного ее растираем руками. Рулет заворачиваем в фольгу. Кладем в форму для запекания. Я приготовила 2 таких рыбных рулета. Все ставим в духовку разогретую до 200 градусов. Запекаем приблизительно 35-45 минут. Все зависит от толщины рулета. Рулеты уже запеклись. Можно оставить так, а можно развернуть фольгу и поставить в духовку, включив верхний гриль еще на 5 минут, чтобы подрумянился верх. Горячие испеченные рулеты вынимаем из духовки и оставляем остывать. Готовые рулеты нарезаем на порционные куски. Чтобы рулеты хорошо нарезались, их нужно после остывания поставить в холодильник на пару часов. Рыбные рулеты красиво выкладываем на блюдо. Я предварительно блюдо украсила листьями салата. Подаем на стол. Рыбные рулеты с томатами и сыром получаются не только вкусными, но и очень красивыми. Это отличный вариант как для повседневного, так и праздничного меню. И последними приготовим рыбные гнездышки. Блюдо простое и готовится из доступных продуктов. Оно отлично подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Один французский багет нарезаем кусочками толщиной примерно 3 см. Кусочки багета кладем в миску. Все заливаем молоком. Всего понадобится примерно пол-литра молока. Аккуратно перемешиваем, чтобы верхние кусочки также пропитались молоком. Замачиваем багет в молоке примерно 2 минуты. Подготовленные кусочки вынимаем из молока. Готовим начинку. 2 луковицы нарезаем произвольными кусками. 300 г филе хека нарезаем кусочками. В чашу измельчителя кладем кусочки рыбы и подготовленный лук. Все измельчаем. Я измельчала в 2 подхода. Вместо хека можно использовать минтай, треску, судак или тилапию. Также рыбу и лук можно не измельчать, а нарезать маленькими кубиками. Измельченную массу выкладываем в миску. Все солим примерно 1/3 частью столовой ложки соли. И перчим черным молотым перцем. Перемешиваем. Противень смазываем сливочным маслом. На него выкладываем подготовленные кусочки багета. В каждом кусочке делаем углубление, прижимая серединку ложкой. Каждый кусочек багета начиняем приготовленным рыбным фаршем. Немного утрамбовываем его ложкой. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 30 минут. 100 г сыра трем на терке. Вынимаем рыбные гнездышки и посыпаем их сверху тертым сыром. Снова ставим запекаться на 10 минут. Блюдо готово. Подаем его на стол в горячем виде. Рыбные гнездышки получились вкусными и ароматными. Нежная рыбка под сырной корочкой, сытный мягкий мякиш и хрустящая хлебная корочка никого не оставит равнодушным. Блюдо готовится просто и получается всегда. Оно отлично подходит даже на праздничный стол.